Привет! Сегодня у меня обзор 6 разных картриджей. Я покажу их распаковку, работу, посмотрю под микроскопом на иглы и на следы, которые они оставили в коврике. Итак, у меня для сравнения 6 видов картриджей. Они немного отличаются по параметрам, но всех их объединяет, что это все картриджи единички. Также для сравнения у меня есть микроскоп, блок питания Critical, вольтаж я сразу выставила 7, я его менять не буду, и аппарат EGR Polygon, на котором я буду тестировать, насколько удобно картриджи вставлять в держак, в данном случае держак Cheyenne, оригинальный, и буду проверять, как они оставляют след в коврике. Я подготовила вот такой коврик и разлиновала его. Под каждый картридж есть отдельный столбик, где я буду делать тесты сравнительные. Первое, про что я хочу поговорить, про упаковку. Начну по порядку. Картриджи Killer Ink в упаковке 20 штук. Цена, за которую я эти картриджи покупала, 1860 рублей за коробку. Получается 93 рубля за одну штуку. Первое, на что я хочу обратить внимание, что нигде на упаковке не указана внятная маркировка. Здесь есть вот такая надпись, но единственное, что я могу по ней понять, что это RL01, то есть очевидно, что это единички. По спецификации, по которой я покупала, я знаю, что здесь 0,22 диаметр. Ну, сейчас посмотрим, как это выглядит внутри. Так, здесь вот такие блистеры с картриджами. Ну, первое, что я могу отметить, что я не могу вытащить один блистер. Либо мне его вот сразу отламывать надо, да, либо нужно вытащить два, чтобы отделить один из картриджей. Отделила. И чтобы убрать, нужно произвести ту же самую манипуляцию. Хорошо. На картридже есть маркировка 06-RL01. Ну, лично для меня такая маркировка не очень удобная, потому что я не понимаю, что такое 0,6. Я для этого должна либо какую-то шпаргалку иметь, либо выучить заранее, как эти диаметры соотносятся с диаметрами, вот как в классическом понимании, там 0,25, 0,20, 0,30. То есть это понятно, что это диаметр от миллиметра. Что такое 0,6? Ну, мне это непривычно. Есть стрелочки, где картридж открывается, указан стерилизационный маркер. Картридж выглядит вот таким образом. Ну, открывается обычно, комфортно. Пластик на вид достаточно качественный. И сейчас я его попробую ставить в аппарат. Ну, усилия надо приложить. То есть он вставляется, тут претензий нету, но вот надо приложить усилия, не то чтобы прям супер так вставился легко и все. Я пока этот картридж откладываю на коробку и перехожу к следующему. Следующие картриджи это EZ Revolution, также 20 картриджей в упаковке. Здесь указана маркировка, что это микро 0,20 мм, это приятно. Ну и также вот 0,60, 1RL, ну в общем и в целом понятно. Эту коробку я купила за 1680 рублей. Получается, один картридж такой стоит 84 рубля. Тут вот таким образом открывается коробка. В принципе, все это достаточно удобно. Легко отсоединить картридж. Ну, вот это, наверное, удобнее, мне кажется. Хорошо. Вот так выглядит упаковка. Тоже есть тут маркеры стерилизации. Вот это вот 0,61 RL. Ну, к этому, я думаю, можно привыкнуть, когда работаешь одними и теми же продуктами. Это все становится как-то интуитивно понятно. Открывается легко, все хорошо. Пластик тоже очень приятный, хорошо все выглядит. Вставляется в аппарат полегче. И перехожу к следующему картриджу. Следующие картриджи
Envy Gen 2. Здесь 10 картриджей в коробке. Я покупала их за 1716 рублей за 10 штук. Получается, один картридж стоит 171 рубль. По маркировке здесь совсем непонятно, какие картриджи внутри. Есть вот такой маркер 1001 RL. Ну, можно, наверное, предположить, что это единица, но это просто я знаю, что я покупала единицы. Больше нигде ничего нету, и тут уже в работе я подписала, что это 0,30 диаметр. Так, открываю коробку. Тут есть некое описание. Цвета вот этих вот посадочных мест, они говорят о некой идентификации этих картриджей. И также предлагается тут держаки, что ли, это, наверное, для татуировочных аппаратов. Так, картридж у меня тут один уже отсоединен, но я сейчас посмотрю, как это делается. Ну, также все обычно. Упаковка побольше, тоже есть знак о стерилизации, указатель, где открывать. Так, хорошо они запечатаны. Совершенно другой вид у картриджа. Здесь есть вот такая вот мягенькая насадка, и я предполагаю, что это приятно держать легче за вот эту силиконовую мягкую насадку, когда необходимо такую тонкую работу выполнять. На вид очень качественный пластик, тонкий носик, то есть на вид картридж очень приятный. Ставлю его в аппарат, идеально он входит, вот прям как будто там смазанный чем-то, такой весь, как тут родился, как будто вот они прям созданы друг для друга, отлично садится. Ну, следующий картридж, видимо, также сядет, я сейчас все это уберу. Тем не менее, достану. По маркировке тоже я сразу скажу, что я здесь подписала тут 0,25 диаметр. Тоже его открою. Ну, тут, в принципе, все то же самое, просто другой диаметр иглы. Также он хорошо садится, все хорошо. Такой же милый, удобный. И перехожу к квадронам. У меня тут два вида квадронов. Вот эти картриджи, это диаметр 25 единичка длинной заточки. Маркировка, которая у квадронов, мне она нравится очень сильно, потому что когда вот у меня на работе лежат вот так коробки, я сразу вижу, что я хочу взять. Открываются они вот таким вот образом. Также легко отделяются. Они потоньше выглядят относительно других картриджей. Отметка о стерилизации. Так, стрелочек для открывания нету. Open Here вот тут написано есть. Достаю картридж. Пластик очень тоже хороший, качественный, прозрачный, носик тонкий. Ставлю в аппарат. Все прекрасно входит так же, как Envy, просто замечательно он садится без всяких дополнительных усилий. Отлично. И квадроны в таких черных упаковках. Тут 0,35 диаметр. Ну, маркировка, как я уже сказала, мне такая очень-очень нравится. Открываю. Наклеечка квадрон есть.
Тут то же самое, стерилизация, открыть здесь. Ой. Застрял. Между собой эти два картриджа похожи по внешнему виду и по своей толщине. Вот Квадрон Optima, они считаются более точными для перманентного макияжа, сделанные, произведенные. И этот картридж тоже, он замечательно в аппарат садится, все хорошо. Чуть не забыла сказать про цену квадронов. Картриджи Optima я купила за 2940 рублей за коробку, тут 20 штук. Получается, один картридж стоит 147 рублей. И квадроны в черной упаковке 2390 за коробку, 119 рублей один картридж стоит. Теперь я хочу все иголочки посмотреть под микроскопом. Keller Ink 0,22, UZ Revolution 0,20, Envy 0,30, Envy 0,25, что-то у нее там на кончике какой-то дефект. Сейчас протру, посмотрю еще раз. Какой-то дефект металла. Optima 0,25, длинная заточка. И Квадрон 0,35 текстура. Теперь я по очереди буду брать каждый картридж и уже делать тест на коврике. Для тестирования я взяла пигмент от Eternal Caffeine Rush и немного разбавила его вот таким разбавителем от Gucci. Он глицериновый, чтобы пигмент не подсыхал. Для работы я делаю так же. В моем аппарате Ego Polygon от машинки 3,8 мм. Я люблю работать на длинном вылете. Ну и сейчас посмотрю, как каждый картридж подстроится под желаемые для меня параметры. Первый картридж Keller Ink 0,22 мм. Набираю пигмент. Вот так это выглядит. И я сделаю несколько штрихов. Значит, первое, что я хочу попробовать, это штрихи такие точками. Я вижу, что пигмент остается, все в порядке. Теперь я попробую сделать два вида напыления. Одно такое более прозрачное. И второе более плотное. Ну и, конечно, проведу линию, имитирующую волосок. Нарисую их несколько, чтобы потом можно было сравнить на случай, если
Ну, где-то у меня уже от руки получилось лучше или хуже. Вытираю весь пигмент. И перехожу к следующему картриджу, а все эти следы я потом посмотрю через микроскоп и сравню между собой. Так, второй картридж EZ Revolution 0,20 миллиметров. Так, проставила штрихи, теперь пробую напыление. Рыхлое напыление и более плотное. И провожу линию, имитирующую волосок. Вытираю пигмент и перехожу к следующим картриджам Envy 030 и Envy 025. Envy как будто бы не рисует на таком вылете. Смотрите, никаких следов не остается. Хотя пигмент картридж набирает, все хорошо. Сейчас я сделаю вылет поменьше. Вот такой пока оставлю. Но для меня этот вылет уже очень маленький, мне так работать было бы некомфортно. Стали оставаться следы. И как будто бы очень быстро перестает идти краска. Ну вот, следы остаются. Хорошо. Делаю прозрачное напыление. У меня ощущение от этого картриджа, как будто здесь некорректно идет подача пигмента. Но мы потом посмотрим в микроскоп, и будет видно, так ли это. Очень удобно, конечно, держать за счет вот этой силиконовой насадки. Это очень классная вещь. У меня, как правило, устает вот этот палец, которым я придерживаю картридж, особенно когда я рисую волоски. И тут прям это очень комфортная доработка картриджа, это очень здорово. Вот опять не идет пигмент, совершенно непонятно почему. Попробую еще меньше сделать вылет.
Ну, как-то вот по ощущениям очень вяло картридж красит и идет некорректная подача пигмента, несмотря на то, что получается из представленных картриджей это самый дорогой картридж. Но пока не могу я сказать, что это вот очень комфортно. Мне приходится поддавливать сильнее, и тогда вот есть какие-то следы. Так, теперь я нарисую волосок. Ну вот я уже даже из этого теста понимаю, что мне такими картриджами работать будет неудобно. Я не могу работать на коротком вылете. И тут вот собирается капля на кончике колпачка. И какая-то некорректная подача пигмента получается. Может быть, с другой консистенцией пигментов эти картриджи будут лучше работать. Но я вот представляю, что если бы я работала на коже вот таким образом, то я бы уже изнервничалась, потому что это как-то похоже на работу со старыми аппаратами, когда вот тут красят, тут не красят, тут надо то ли руку повернуть, то ли клиента, то ли неизвестно что сделать. Вот какая-то похожая история, хотя картриджи, конечно, очень качественные на вид, и все обещало быть прекрасным. Ну вот видите, вот прям вот не идет пигмент, и мне приходится давить сильнее на коврик. Стираю пигмент и перехожу к следующему картриджу Envy 025. Попробуем, как он будет себя вести. Вылет оставлю пока такой же маленький. Тоже собирается капелька. Так, напыление. Вот по ощущениям, что иголка с диаметром 0,25, она как-то покомфортнее красить. Я сейчас даже попробую побольше сделать вылет немного. Да, все еще красит. Чуть-чуть хуже. Нет, это все, это уже не работает. Получается, что эти картриджи лучше работают на маленьком вылете, что меня лично не устраивает совершенно. И провожу линии. Стираю пигмент. Ну, хочу заметить, что остатки, как ни странно, очень хорошие. И перехожу к картриджам Quadron. Делаю подлиннее вылет. Вот у меня сразу ощущение, что очень корректно остается пигмент, то есть буквально от каждого прикосновения, и на вид я не вижу каких-то холостых штрихов. Вот даже когда я минимально касаюсь, следы есть. Пробую растушевку. Также впечатление, что от минимального прикосновения игла оставляет след, и нет ощущения, что меня аппарат или модуль каким-то образом подводит. Вот абсолютно возникает доверие к оборудованию, что каждый штрих эффективен, каждое движение, оно приближает меня к концу работы. И хочу заметить, что довольно долго
не нужно картридж окунать в пигмент, довольно долго можно его использовать, и тут не собирается капля во время работы. Так, попробую. Хотя вот держать он тоньше, ну, самый тонкий модуль среди всех, и я держу при тонкой работе на волоски или вот на такое плотное напыление за картридж. Вот мне это не очень комфортно, возможно, мне нужен какой-то сюда уплотнитель дополнительный. По моим ощущениям, абсолютно идеально вот это все работает в данном сочетании: картридж, аппарат, пигмент. Еще раз повторю, что возникает абсолютное доверие к оборудованию. И в такой ситуации работать, конечно же, очень приятно, что нет напряжения от того, что меня подводит какая-то техническая часть. Я могу думать о творчестве и о своей клиентке. Стираю пигмент. Ну, остаток, я бы даже сказала, слишком хороший. Вот тут, наверное, уже, если говорить о коже, это даже слишком. И остался последний картридж, квадрон текстура. Я его когда переставила, тут как-то меньше вылет. Увеличу его. Вот мне как-то вот так комфортно. Тоже абсолютно адекватные остатки. Вот на такой длине, на самой длинной, максимально возможной, на которой можно работать. Это, так сказать, моя тема. Я очень люблю такую настройку оборудования. И я вижу, что нету ни одной холостой точки. Есть там больше нажим, меньше нажим. Но каждое движение оставляет след. И для меня, как для мастера, вот это вот очень ценно. Напыление. Более плотное напыление. Я вот подумала, что в этих картриджах квадрон есть ощущение, что они как будто бы пожестче относительно предыдущих, потому что у меня достаточно жесткий коврик, и я вижу, как иглу сильнее отталкивает сам материал, и получаются вот такие рваные движения, но для работы в коже это параметр скорее хороший, чем плохой. Ну, мне так кажется, это на мой взгляд. Потому что кожа, очевидно, мягче, чем вот этот вот коврик, на котором я сейчас рисую. И она меньше амортизирует иглу. Получается тогда, что чем жестче игла бьет в кожу, тем будет лучше остаток. Стираю пигмент. Получилась вот такая картинка в результате тестов. Теперь я беру микроскоп и все следы посмотрю в сильном увеличении, начиная с картриджа Killer Ink. Вот я вижу точки с пустотами внутри, какие-то полупрокрашенные. Так, сейчас я посмотрю на напыление. Внутри почему-то пробелы в этих точках. Вот это пятно, где более плотный закрас, здесь точки все хорошо прокрашенные следы, но есть вот тоже пустые, их видно. Да, и есть тоже с пробелами посередине.
тоже их видно. Посмотрим линии. Ну вот не все, но некоторые точки, они с пробелами посередине. Следующий EZ Revolution. Тоже следы с пробелами посередине. В напылении тоже есть точки с пробелами, есть и хорошо прокрашенные. Сейчас сравним напыление с предыдущим вариантом. Вот предыдущий. И вот EZ Revolution. Ну, я бы сказала, что EZ Revolution выглядит след поубедительнее. Тоже в следах от иглы пробелы посередине точек, которые должны быть закрашены. И в линиях, в общем-то, такая же картина. Есть следы плотно закрашенные, есть с пробелами посередине. Так, посмотрим Envy. Envy 030. Я даже не знаю, что тут сказать по этим следам. Вот есть одна точка плотно прокрашенная, остальное все какое-то не очень внятное. Так, посмотрим напыление. Вот у меня такое впечатление, что если это все было бы в коже, то от такой работы не останется никакого следа. Я, конечно, могу заблуждаться, но вот по сравнению с предыдущим напылением это как-то не результат. Очень вялые, не сформированные следы. Ну и в линиях, в общем, можно увидеть все то же самое. Есть моменты, где пигмент плотно уложился, но в основном это какие-то не очень внятные следы, тоже полупустые внутри. Так, посмотрим Envy 025. Вот тут даже лучше выглядят следы, чем у Envy 030. Глядя на эту картину, если бы я выбирала, я бы, конечно, выбрала 0,25. Это вот если между Envy выбирать 0,30 и 0,25, 0,25 выглядят объективно более внятными. Вот на напыление точки они тоже выглядят лучше. Есть пробелы посередине, но точки более сформированные. Очевидно, что след остался. Еще раз покажу напыление от 0,30 иглы. Ну, тут совсем непонятно. Так, более плотное пятно закраса выглядит таким образом, и линии, ну, очевидно, что тут больше шансов, что эта работа оставит после себя след после заживления, то есть эта работа состоится. Еще раз сравнивая, покажу линии на Envy 030. Это выглядит вот так, и на Envy 025 это выглядит вот так. И перехожу к квадрону. Квадрон 025 Optima с длинной заточкой. Вот так выглядят точки на длинных штрихах. Можно сказать, что тут более эти точки все оформленные, хорошо прокрашенные. На напылении это вот такая картина. Есть от точек хвостики. Но сами точки, вот они более прокрашенные, более сформированные. На плотном напылении вот они прям яркие, но тоже есть пробелы посередине, их много. Возможно, это из-за коврика, может быть, в коже происходит иначе, тут сложно судить. Это просто тест на искусственном материале,
который может сказать, ну, как бы о комфорте этих модулей и не более того. И я посмотрю линии. Линии выглядят вот таким образом. И квадрон 0.35 текстура. Точки прокрашены, пока не видно посередине пробелов. Вот они все сформированные. В напылении тоже нету пробелов посередине. Да, вот здесь все точки закрашены и нету пустых точек. Вот на плотном прокрасе там вон одна такая пустая точка есть, но в общем и целом тоже они все закрашены. И на волосках тоже все это выглядит, соответственно, ярче. В результате я, как мастер, свой выбор останавливаю на квадрон. Мне очень нравится, как они упакованы, как они красят, качество игл. В них все великолепно. И также мне понравились EZ Revolution. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.